Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Начнем, что пишет азербайджанская пресса. Пашинян потребовал от Кремля дорожной карты по Лачинской дороге и снова пригрозил. В последнее время Пашинян стал какой-то неадекват, как сказать, горячий совсем белый. Белая горячка у него. Он уже там паникует, что перекрыта дорога Ханкинди-Горес, карабахские армяне в полной блокаде. И вот еще сейчас такая информация. Вчера армяне пошли блокировать российскую базу. Пашинян что-то догадывается, что это, видно, договор между Ильхамом Алиевым и Путиным, что они совместно, как бы сказать, действуют и душат армян. Уже в Карабахе, вернее, начали душить. И вот он выразил свои претензии Владимиру Путину. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Ереван ждет от Москвы план разблокировки Лачинской дороги. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, российский миротворческий контингент и Россия должна выступить с четким объяснением ситуации. Какова оценка России по ситуации, каков план или дорожная карта восстановления Лачинского коридора? Эти вопросы, ответы на которые ждут от России, которая также является постоянным членом Совбеза ООН, сказал он. Почему он хочет привлечь, чтобы туда вместо российских миротворцев, если они ничего там не могут сделать, были направлены миротворцы ООН, и там разблокировали эту дорогу? Пашинян считает, что если Россия по объективным или субъективным причинам не может обеспечивать безопасность и стабильность в Карабахе, то она должна инициировать в Совбезе ООН обсуждение с целью получения миротворческим контингентом мандата ООН или отправки в регион дополнительного многонационального миротворческого контингента. В общем, путинские 1960 миротворцев оказались бессильны, чтобы разблокировать Лачинскую дорогу, извиняюсь. И теперь вот он говорит, пускай эти голубые каски, или французы, или кто там еще есть там, ну, призывает любых иностранных, как сказать, наемников, пускай они силой разблокируют этот Лачинский коридор. И вот еще такая статья в ДЗ интересная. Для армян это будет самоубийством. В Москве ответили на угрозы из Еревана. Пашинян стал уже угрожать практически открыто. Говорит, мы перекроем там базу в Гюмри. Сейчас я вам покажу. Вот как раз та база в Гюмри. Здесь Ереван, здесь российская 102-я база. И уже армяне там пошли блокировать ее, чтобы они, эти военные, не могли ни выехать, ни приехать. Ну, конкретно, если уже Лачинский коридор заблокировали азербайджанцы, как он считает, и миротворцы бессильны, так мы им Гюмри сейчас заблокируем. Ну вот, а это будет уже для Армении самоубийством. Русские оккупанты вон из Армении. Армяне продолжают нагнетать. Угрозы в адрес российских миротворцев дополнились намерением некоторых особо одаренных заблокировать 102-ю военную базу в Гюмри. Игры с огнем приобретают очень опасный оборот. Ну да, Путин не любит таких, как сказать, фортелей от Пашиняна. Это свидетельствует о том, что у кого-то в Ереване напрочь атрофировался инстинкт самосохранения. И вот что здесь пишут. Так, сейчас Пашинян является первым учеником первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в своей политике также полностью ориентировался на Запад. В 1998 году он же являлся координатором предвыборного штаба. Так, еще какого-то Ашота Блияна. К чему это все приведет? Пашинян с такими учителями, как этот самый Петросян, также является абсолютно прозападной марионеткой. Просто он без зазрения совести апеллирует к союзническим отношениям с Россией, выгодным для себя ключе, и лучше умеет, как сказать, с Россией пытается как бы наладить, но он прозападник, да, он больше склонен там с Францией, с кем угодно, только не с Путиным. В основном агент Никол целиком и полностью устремлен официально встать в ряды вассалов США. Ну и американцам, да, он, конечно,
лучше пускай американцы придут сюда, в Армению, чем Путин. Но когда премьер-министр Армении дает умалишенным радикалам молчаливый карт-бланш на угрозы в сторону российских военных, это уже для него перебор. Ну да, я говорю, перебор. Для Еревана 102-я военная база является гарантом самого существования армянского государства. Уход вооруженных сил России с этой территории будет выгоден Вашингтону, поскольку ослабит позиции Москвы в регионе. Конечно, Америка сразу займет эту базу и там американскую базу сделает вместо 102-й российской. Для армян же это будет самоубийством. Это точно, 100%. Что же такого наобещал Вашингтонский обком, Байден вернее, если руководство указанной Закавказской республики предпочтило окончательно продаться ему с потрохами и решает на катастрофические для себя провокации. Правильно пишет вот этой статье, потому что если уйдут эти миротворцы, туда сразу же прибудут американцы в Гюмри. А американцы, где попадают, там они начинают организовывать войны. А если американцы попадут на территорию Армении и свои базы расставят, то это уже будет война с Азербайджаном 100%, я говорю сразу. Американцы сейчас стараются разогреть огонь в Украине, чтобы, как сказать, дальше война эта длилась еще много лет. А если они попадут в Армению, железобетонно, там уже будут провокации, начнут уже стрелять. В общем, все идет к войне, Армения с Азербайджаном. Путин пока еще как-то так пытается там, ему сейчас не до Армении, ему сейчас важна Украина. Путину сейчас победить Украину важно, хотя он проигрывает войну в Украине. И вот такая ситуация, что чем дальше будет ситуация, все накаляться. А Путин Украину никак не победит, потому что уже в следующем году, думаю, Украина пойдет в наступление и будет по чуть-чуть освобождать свои территории. А Пашинян, конечно, в такой ситуации, что он сам не знает сейчас, кому отдаться, кому продаться. И хочется Вашингтону и французам отдаться. Понимаете, а с Путиным шутить нельзя, он тоже может наказать Пашиняна. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.